Всем привет! Сегодня у нас расклад про твое близнецовое пламя, как ты его близнецовое пламя, так и он твое. С родственной душой близнецовое пламя не путайте, потому что родственная душа — это любовь, близость, это две разные души в одной группе душ. Близнецовое пламя же — это одна душа в разных телах, если еще она воплощена в этом, как сказать, на земле. Слово «на земле» забыл, земля что такое. Вот. И сегодня 3 варианта и 3 колоды. 3 колоды мои, которые я сделал. Вы их можете взять макеты на бусте, распечатать себе, продавать можете и так далее. То есть хотите денег заработать — зарабатывайте. Авторские права все равно мои, но я за авторские права никому ничего не буду предъявлять. Итак, давайте, я думаю, начнем этот расклад. Единички. Карты читаем парно, и первый для сигнификации какой? Какие уроки ты проходишь на Земле? Первый вопрос. Как всегда, бумажка с вопросами передо мной, чтобы я чего-то не забыл или куда-то не туда не ушел. Ну а ты сейчас учишься хозяйкой своей жизни быть. У тебя есть все нужное, чтобы изменить вот прям абсолютно все, что угодно. Работу, отношения, даже место жительства. Но ты до сих пор не пользуешься этой силой вот на полную катушку. Боишься что-то кардинально поменять, хотя знаешь, что пора уже. И твой урок как раз — это скорость принятия решений. Потому что сейчас ты слишком долго думаешь, там слишком долго взвешиваешь, советуешься со всеми подряд. А жизнь мимо летит. И пока ты размышляешь, другие уже действуют и там деньги получают, результат получают. Тебе нужно научиться быстро оценивать ситуацию и сразу делать шаги. А еще ты учишься не распыляться на всех. Потому что у тебя куча идей, у тебя куча планов, но ты хватаешься сразу за все. Сегодня ты йогой хочешь заниматься, завтра английский язык изучать, послезавтра бизнес свой открыть. И знаешь, в итоге ни одно дело ты не доводишь до конца. Вот твой урок как раз фокусироваться на одном и результата добиваться. Ты пришла сюда, в этот мир, да, чтобы понять, что у тебя есть сила менять мир вокруг себя. Не ждать, когда там кто-то придет, все исправит, а самой брать и делать. То есть создавать свою реальность, причем руками, а не мечтами. Каждый день ты получаешь возможность вот что-то изменить, но пока ты не очень их используешь. Зато, когда вот ты поймешь вот эту свою силу, тогда горы свернешь. Потому что ты прям рождена быть творцом своей жизни. И это твоя основная задача здесь по картам. Где сейчас твое близнецовое пламя? Оно на Земле или нет? Оно не на Земле, нет. Оно между мирами и наблюдает за тобой. Вот знаешь, как бывает, ты чего-то очень хочешь, да, но не можешь понять, правильно ли это. И вот в такие моменты оно тебя и тормозит. Не дает делать глупости, там, заставляет остановиться и подумать. И твое близнецовое пламя вот специально не воплотилось сейчас, потому что знает, если будет рядом, ты на него понадеешься. А твой урок в том, чтобы научиться справляться самой. Поэтому оно просто вот наблюдает и иногда подсказывает, но не вмешивается напрямую. И знаешь, ты вот очень часто чувствуешь, даже вот сейчас, если ты в квартире, в доме одна, закрой глаза, да, выключи все.
То есть там на паузу нажми видео и почувствуешь, что ты не одна, что кто-то есть рядом, хотя нет никого. Особенно вот когда тебе грустно или страшно, это вот близнецовое пламя с тобой, грубо говоря, сидит, да и успокаивает. Ты думаешь, что это просто твоя фантазия, а на самом деле это реальная поддержка. Оно следит, чтобы ты не сломалась под тяжестью своих уроков. А еще иногда ты получаешь странные знаки. То там песня по радио заиграет вот именно тогда, когда нужно, то там случайно встретишь человека, который скажет нужные слова. И это все оно устраивает. Не может оно прямо говорить с тобой, зато может через других людей, через события передавать сообщения. И оно ждет, когда ты станешь сильной и самостоятельной. Когда вот научишься не бояться перемен, не ждать, что кто-то твои проблемы решит. Тогда оно тоже воплотится. Но пока что его задача, знаешь, просто быть твоим невидимым защитником и вот этим, как его, наставником. Если оно не на земле, то как присматривает за тобой? Ну, я тут уже сказал, но по картам это, знаешь, твой близнецов пламя, как мама заботливая, за тобой следит. Видит, что ты слишком много на себя берешь, посылает тебе радость в нужные моменты. Вот как, вспомни, вот как иногда вот без всякой на то причины на душе тебе легко становится, как будто вот солнышко внутри включилось. Это вот оно тебя подбадривает. Твое пламя близнецов, оно, знаешь, окружает тебя такой заботой, что ты даже не замечаешь. Оно следит, чтобы ты хорошо, как говорится, высыпалась, ела, не забывала о тебе. Когда ты там начинаешь совсем плохо с собой обращаться, оно находит способы там напомнить тебе о заботе о себе. Оно силы тебе дает быть там творческой, плодотворной. Когда у тебя вот классные идеи появляются, или когда ты вдруг там понимаешь, как проблему решить, или энергии у тебя много становится ни с того ни с сего, это все вот оно. Оно, знаешь, оно как будто подпитывает тебя своей энергией, чтобы ты вот могла создавать и творить, понимаешь? Еще за твоим настроением следит. Оно видит, как ты вот начинаешь грустить или там на проблемах зацикливаться, и сразу посылает тебе что-то хорошее. То подруга позвонит, да, то там работа, подработка интересная появится, то просто вот день солнечный будет. А оно, знаешь, оно умеет находить способы поднять тебе настроение. И самое классное, оно верит в тебя больше, чем ты в сама себя веришь. Когда ты думаешь, что у тебя ничего не получится, оно знает, что получится. И вот вспомни, вот когда у тебя были такие ситуации, когда вот выхода нет. Вот нет выхода, и все, проблемы, как говорится, навалились, все навалилось, и ты не знаешь, как решать, и решается само по себе. Это тоже оно. Что связывает или разделяет вас прямо сейчас? Ну, новые чувства связывают. Ни любовь, ни страсть, нет, это совсем другое. Это вот, знаешь, когда ты вдруг понимаешь, что в мире есть что-то больше тебя, что ты не одна. Как будто вот в сердце новый отсек открылся, о котором ты раньше не знала. И там живет вот какое-то очень чистое и светлое чувство. Ты только-только все начинаешь это ощущать. Раньше ты думала, что вот все чувства должны быть там конкретным людям, да, там к мужу, к детям, к родителям и так далее. А тут появилось что-то непонятное, да, чувство связи с чем-то невидимым, но очень важным. И ты не знаешь, что с этим делать. Просто вот есть чувство, а непонятно, что за чувство. Но это не негативное, это позитивные чувства. И радость жизни вас связывает. Когда у тебя все хорошо, когда ты счастлива, оно тоже радуется. А когда ты грустишь, да, ему тоже тяжело. Вы как, знаешь, как два связанных сосуда. Вы одно целое, но когда вы, так сказать, оно там, а ты тут, то это вот, как сказать, это все равно одно, но разъединено. Вот не знаю, как объяснить. То есть все, что происходит с одним, отражается вот на другом, понимаешь?
Поэтому оно так старается твою жизнь лучше сделать. Но есть и то, что вас разделяет, потому что ты слишком много мечтаешь. Вот эти воздушные замки строишь в голове у себя, фантазируешь о том, что вот как все будет прекрасно, а реальные дела ты не делаешь, ты откладываешь, чтобы вот было так прекрасно. И вот твое близнецовое пламя, оно хочет, чтобы ты действовала, а не просто мечтала. Ему важно, чтобы ты воплощала свои идеи в жизнь. Ты живешь будущим, а оно хочет, чтобы ты жила настоящим. Перестала ждать вот этих моментов идеальных, первых чисел. И чтобы ты начала делать то, что можешь прямо сейчас, а не там завтра. В этом главное расхождение между вами. Оно готово поддерживать твои планы, но хочет видеть конкретные шаги, а не только мечты красивые, которые ты мечтаешь. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик. Если колода нужна, макет загружен на Бусти, можешь распечатать. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Напомню, что передо мной бумажка с 4 вопросами, чтобы я куда-то не туда не ушел, куда-то чего-то не то, как сказать, забыл, чтобы не забыл. И сразу говорю, эта колода есть на Бусти, есть макет профессиональный, можете его взять и распечатать. Ссылка на Бусти в закрепленном комментарии. Ну, а какие уроки ты сейчас проходишь? Это первые 2 карты. Все карты читаем парно. Ну, ты сейчас учишься людям говорить правду в лицо. Прям без вот этих обиняков, без сюсюканья. Раньше вот ты все время молчал, когда видел несправедливость. Когда на работе кто-то халтурил, а премию получал, тоже молчал. Подруга мужу врала и просила тебя покрывать, ты покрывал. Соседи по ночам орут, а ты терпела. И вот твой урок — это перестать быть удобной для всех. Научиться резко останавливать тех, кто тебя использует. Нет, говорить вот тем, кто хочет там на тебя повесить свои проблемы. Ты сюда пришла, чтобы стать человеком, который защищает правду, даже если это неприятно. Даже если после этого с тобой перестают общаться. И знаешь что? Ты учишься быть вот судьей в своей жизни. Не ждать, что там кто-то придет, рассудит, кто прав, кто виноват и так далее, а самой разбираться с ситуациями. Когда тебя обижают, сразу отпор давать. Когда кто-то нарушает границы твои, четко обозначать эти границы. Когда видишь, что человек врет тебе, то прямо об этом говорить. Вот твоя задача на земле — научиться быстро принимать решения и сразу действовать. Не думать там месяцами, стоит ли уволиться, не стоит ли, не терпеть годами отношения токсичные. И не ждать, конечно, когда проблемы сами рассосутся. Есть но. Твоя правда, она должна казаться только твоей жизни. В чужую жизнь не лезешь, никому не указываешь, как им жить, что им делать и так далее. Потому что есть разница. Есть чувство правды, а есть навязывание своей правды. Поэтому эту границу очень четко соблюдай. То есть чужая жизнь — это чужая жизнь. Следишь за своей. И главное — всегда поступать справедливо в отношении своей жизни. Не мстить, не вредить, но и не позволять садиться тебе на шею. И вот твой основной урок здесь — быть честной, быть справедливой, быть быстрой в решениях и границу соблюдать.
между своей жизнью и чужой жизнью. Понимаешь? Она очень тонкая, потому что, как сказать, нельзя стать правдолюбом, который навязывает свою правду другим. Понимаешь? Это уже другое совсем. Это нельзя. Где сейчас твое близнецовое пламя? Оно на земле или нет? Нет, не на земле. Оно закончило свой вот цикл воплощений и больше не скучает вот по человеческой жизни. Ты знаешь, вот как бывает, близкий человек умирает, и да что ж такое заговаривать. И вот первое время очень не хватает его. А потом вот боль проходит, да, остаются только светлые воспоминания. Вот твое близнецовое пламя так. Оно пришло, как сказать, оно, вернее, ушло, а на земле оно очень много человеческих переживаний получило. И на данный момент только оно больше не хочет возвращаться сюда. Оно свои дела земные завершило. Испытало и любовь, и предательство, и успех, и поражение, и богатым, и бедным было, и здоровым, и больным. То есть оно прожило столько вот всего, что больше пока нет желания снова воплощаться в этой жизни. Все уроки выучены, все опыты вот эти пройдены. И сейчас оно находится в состоянии полного покоя. Оно, знаешь, твое близнецовое пламя, оно не мучается сейчас вопросами там, что было бы, если, да, вот это все. Оно не жалеет о том, что не успело сделать. Не думает о том, что упустило. Оно достигло такого состояния, когда ничего не хочется менять в прошлом и ничего не страшно в будущем. Понимаешь? Твое пламя близнецовое, оно смотрит на твою жизнь с высоты своего опыта. Видит, как ты мучаешься с теми же проблемами, через которые она прошла уже. Но оно не может вмешиваться, потому что понимает, что каждый должен свой путь сам пройти. Она вот сейчас наблюдает и ждет, когда ты тоже свои уроки закончишь и присоединишься к нему. Но это произойдет не скоро, у тебя еще очень много всего. Если оно не на земле, то как присматривать за тобой вопрос? Ну, знаешь, твое пламя близнецовое на себе очень тяжелую ношу тащит. Оно видит, что ты постоянно взваливаешь на себя слишком много дел, слишком много ответственности. На работе там тебе дают там за других сотрудников пахать, да? Дома ты проблемы решаешь всей семьи. Подруги постоянно просят о помощи, и ты не умеешь отказывать. Твое близнецовое пламя физически чувствует эту тяжесть. Когда ты перегружаешь себя, оно тоже устает. Когда ты берешь на себя чужие проблемы, оно тоже их ощущает, понимаешь? Вы как невидимой веревкой связаны, понимаешь? Что с тобой происходит, отражается на нем. Ты грустишь о мужике, ей тоже не весело. И знаешь, что самое плохое? Оно не может больше активно вмешиваться в твою жизнь. Раньше, вот когда оно еще было привязано к земному миру, оно могло посылать тебе знаки, там, подсказки, влиять на события. А сейчас оно находится вот слишком далеко от земного плана, понимаешь? Чтобы вот что-то менять. Оно может только наблюдать, как ты вот надрываешься, как ты пытаешься всем помочь, всех спасти, все проблемы решить. И ему больно видеть, что ты не понимаешь, что не твоя задача нести на себе весь мир. Что нужно научиться говорить там «это не мои проблемы» и заниматься своей жизнью. А ты же в чужую лезешь. И единственное, что оно может сейчас сделать, это просто рядом быть и разделять с тобой вот эту тяжесть. Когда тебе совсем тяжело, оно берет часть твоей ноши на себя. Поэтому иногда вот ты чувствуешь, что груз стал легче, да, хотя ничего не изменилось. Это вот близнецовое пламя тебе помогает как может. Что связывает или разделяет вас прямо сейчас? У вас общая цель связывает. Научиться быть главными в своей жизни. Вот знаешь, твое близнецовое пламя уже прошло этот урок.
Оно научилось не зависеть там от чужих мнений, не ждать, что кто-то проблемы решит, не просить разрешения на свои желания. А ты пока еще этому учишься. Ты сейчас на таком этапе, знаешь, когда понимаешь, нужно брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Не ждать, что там мама скажет, как жить, да, не надеяться, что муж все решит, не рассчитывать, что начальник твой труд оценит, а самой строить то, что ты хочешь. Еще вас связывает упорная работа над собой. Твое близнецовое пламя, оно, знаешь, очень долго и терпеливо работало над своими недостатками. Училась эмоции контролировать, там, на провокации не реагировать, целей добиваться вот маленькими шажочками. И ты сейчас проходишь тот же путь. Ты учишься медленно, но верно строить свою жизнь. Не рывками, не какими-то там революциями, бунтами внутри, а постепенно меняя то, что тебя не устраивает. Например, сегодня, научился там говорить «нет» навязчивой подруге твоей, которая вечно там, ну, как тебя, не с панталыги, моя бабушка говорила, вот не с панталыги, а вот как с пути тебя вытаскивает, с верного пути. Понимаешь? И вот у тебя сегодня нет этой подруги, научилась говорить. Завтра там перестала работать сверхурочно без доплаты. Послезавтра решил там на курсы записаться, о которых давно ты мечтал. Но есть, конечно, что вас разделяет. Твое близнецовое пламя, оно уже не боится одиночества, а ты боишься. Оно понимает, что лучше быть одному, чем в плохой компании. А ты пока цепляешься за токсичных людей, потому что страшно остаться одной. Вот в этом ваше главное различие. Оно свободно, а ты пока в плену своих страхов, понимаешь? Если тебе нужна эта колода, то обязательно заходи на Бусти, бери макет, распечатывай, можешь продавать. А мы перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки, как всегда, передо мной бумажка с вопросами, вопросов 4, читаем карты парно. Карты, которые вы видите, это нейроведьма и деда номер 3, бывшее зеркало безумия. И, пожалуйста, можете взять макет на Бусти и распечатать. Итак, какие уроки ты проходишь на Земле? Ну, знаешь, по картам ты сейчас учишься, как мягко сказать, бросать все то дерьмо, которое тебе не подходит. Вот вспомни, как ты ушла недавно с работы, на которой тебя не ценили, как ты перестала общаться с подругой токсичной, которая вот только и делала, что ныла. Вот это и есть твой главный урок. Не цепляться за то, что приносит тебе боль. Ты становишься королевой своей жизни. Учишься быть той, кто сама решает, что ей нужно, а чего ей не нужно. Раньше ты терпела плохое отношение к себе. Думала, что так надо, а сейчас понимаешь, что нафиг это все. Твоя задача на Земле — научиться ценить себя вот так высоко, чтобы никто не смел с тобой плохо обращаться. И знаешь, что самое классное? Ты учишься не просто уходить от плохого, а еще и строить хорошие учишься. Не только бросать токсичные отношения, но и создавать здоровые. И не только там с паршивых работ увольняться, но и классные работы находить. Понимаешь?
Ты женщина, которая вот сначала убирает весь мусор из дома, да, а потом красиво этот дом обставляет. Вот это твой урок. Твой урок — это стать лидером для других женщин. Показать им, что можно жить по-другому, что там не нужно терпеть хамство мужа, низкую зарплату, неуважение детей, что можно и, как говорится, и нужно требовать к себе хорошего отношения. Ты сюда пришла, чтобы стать примером. Примером сильной, независимой женщины, которая знает себе цену. И когда другие увидят, как ты живешь, да, они тоже захотят так же. Вот это и есть твоя миссия. То есть быть маяком для тех, кто боится изменить свою жизнь, понимаешь? Где-то сейчас твое близнецовое пламя, и на земле ли оно? На земле, на земле. И знаешь, оно совсем молодое по сравнению с тобой. Это парень лет, ну, наверное, на 10 где-то младше. Он полон энергии, планов. Он только-только начинает свой путь. И еще верит, что весь мир в его руках. У него идей куча. Он хочет горы свернуть. Ну, как сказать, изменить мир к лучшему хочет. Сейчас он стоит перед очень важным выбором в своей жизни. Ему нужно решить, по какому пути дальше идти. И у него два варианта, и оба кажутся правильными. Он, знаешь, он сейчас мучается, со всеми подряд советуется. Ну, определиться он не может. И вот это его главный урок сейчас. Научиться делать выбор. И нести за этот выбор ответственность. Этот парень, он, знаешь, очень похож на тебя в молодости. Такой же энергичный, такой же мечтатель. Но у него есть то, чего у тебя не было в его возрасте. Он не боится рисковать, а ты боялась. И он готов менять свою жизнь, если что-то там не нравится. Не будет годами терпеть то, что его там не устраивает, к примеру. И знаешь, что самое интересное? Он сейчас влюбился. Первый раз и по-настоящему. И вот эта любовь, она, знаешь, тоже связана с его выбором. Девушка, которая ему нравится, она хочет одного. А его сердце, оно зовет в другую сторону. И ему приходится выбирать между чувствами и амбициями. И это очень сложно сейчас для него. Потому что он, знаешь, он хочет и то, и другое, но жизнь заставляет его определяться. Вот в таком состоянии сейчас твое пламя близнецовое, да, на пороге важного решения, которое всю его дальнейшую жизнь изменит. Если оно на земле, то какие уроки проходит? Ну, полный крах всех своих планов проходит урок. То есть у него грандиозные мечты, четкие цели, там стратегия продумана. И вот это все рухнет. В одночасье. Прям вот оп, и все. Понимаешь, бизнес, который он хочет открыть, не получит денег, как сказать, финансирование. Девушка, на которой он собирался жениться, тоже уйдет к другому. Работа, которая казалась ему идеальной, она, как сказать, полным отстоем будет. И он будет в шоке от того, как быстро все поменялось. Но это его урок. Сразу говорю, это все предначертано, чтобы он прошел урок. Сейчас пока он ничего об этом не подозревает. Он влюблен, у него все хорошо, куча идей. Понимаешь? И вот у него как будет все его вот эти планы, которые сейчас у него есть, они превратятся в пыль. Это его основной урок. Понять, что жизнь непредсказуема, что нельзя все контролировать. Но при этом он научится быть гибким. Не ломаться вот от этих неудач, а адаптироваться к новым условиям. Сегодня у него, как говорится, в деньгах купается, а, грубо говоря, завтра денег ни на кафешку не будет, ни на что не будет. Сегодня хватает на такси, послезавтра, ну, грубо говоря, послезавтра, да? Послезавтра он там едет на автобусе. Понимаешь? Он будет учиться находить баланс между своими желаниями и возможностями. Еще урок смирения у него по картам. Он, знаешь, он поймет, что мир не крутится вокруг него.
что он не центр вселенной, что иногда нужно принимать то, что есть, а не требовать того, чего хочется. И это будет для него очень болезненный урок. Для вот его амбиций очень болезненный, но очень нужный. И, извиняюсь, подавился. И знаешь, что вот самое хорошее? Все вот эти крахи, неудачи, они его сильнее сделают. Он научится подниматься после падений. Новые пути искать научится. Он, знаешь, по урокам, по своим жизненным, да, по кармическим, он только в начале пути. Сейчас у него все идеально. То есть, это все, как сказать, предначертано, понимаешь? Он сейчас взлетает на самый верх и упадет. Что связывает или разделяет вас прямо сейчас? Одинаковое отношение к работе связывает. Вы оба трудоголики, которые вот готовы вкалывать днями, ночами ради вот своих целей. Ты доводишь до совершенства каждый там свой проект на работе, а он готов учиться новому с утра до ночи. И вы оба понимаете, что чего-то добиться нужно пахать и пахать и пахать. И еще вас объединяет то, что вы оба не боитесь сначала начинать. Ты недавно кардинально вот свою жизнь поменяла, и он пройдет вот это то же самое. Вы знаете, что иногда нужно старое разрушить, чтобы новое построить, и оба готовы на это пойти. Но есть, конечно, и то, что вас сильно разделяет. Ты уже перестала в сказки верить. Ты понимаешь, что вот, как сказать, принц на белом коне уж не приедет, да? Что никто тебя вместо тебя счастливой не сделает, только ты сама. А он пока живет иллюзиями. Он все время мечтает о том, вот как все идеально будет. То есть вас, знаешь, вот сейчас различает, так как на него вот это все еще не свалилось, а на тебя уже ты это почти прошла. Ты на мир смотришь трезво, а он через розовые очки. Ты планируешь там на основе реальных фактов, а он на основе желаний. Ты знаешь, что вот счастье — это работа, а он думает, что счастье само придет. Но от этого разница пока сейчас. И, конечно, еще есть различие, что ты чуда не ждешь, а ты чудо создаешь своими руками. А он все еще надеется на вот этого, как его, волшебника в голубом вертолете. Ты взяла ответственность за свою жизнь в собственные руки, а он пока перекладывает ее на обстоятельства. Вот так вот пока. Вы в глубине души вы одинаковые, сильные, целеустремленные, готовы за свое счастье бороться. Но уроки усвоены у тебя уже почти полностью, а у него они только начинаются, понимаешь? Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний расклад. Если хочешь эту колоду, которую видишь на экране, она есть макет профессиональный. На Бусти можешь взять, распечатать себе колоду. Все колоды сегодня в раскладе, они мои колоды, и можешь распечатать. И все. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии сейчас ты видишь на экране. И помни, что дед всегда рядом.